Всем привет! Вы на канале Своими руками, с вами Макс Захаров. У нас очередной ролик строительства бани своими руками. Вышли уже две серии, как построить фундамент, как сделать пол. Мы сразу рассказали черновой и чистовой. Эти серии вы можете посмотреть под видео, я оставлю ссылочки. Сегодня у нас подошел этап работы таких, это возведение стен. Так вот, перед возведением стен нам нужно поставить всем лайки, обязательно, ребята. А кто первый раз на канале, подписываемся на канал, колокольчик там нажимаем. И не забываем писать комментарии. Очень часто люди озадачиваются выбором, из какого же материала сделать стены. Из дерева или же из современных материалов, там шлакоблоки, пеноблоки, там и кирпич, и керамзитоблоки и тому подобное. Хотите настоящую историческую русскую народную баню, конечно, наверное, она должна быть деревянной. И деревянная не просто деревянная из бруса, а деревянная, рубленая. Тогда вы почувствуете весь дух русской национальной бани. Но нужно не забывать, если уж вы делаете наклон на русскую национальную баню, настоящую, живую, то уж тогда будьте добры делать все по уму. Эта стена, естественно, из бревна, натуральный сруб. Печь должна быть каменка, кирпичная настоящая, ну и соответственно никаких отделочных материалов, никакого пластика. Полы должны быть просто плахи деревянные, проливные, и никакой керамической плитки, ничего подобного. К чему я это все говорю? Очень часто люди ошибочно там рассуждают, что современные материалы это ерунда полная, нужно, чтобы баня была именно деревянная и не иначе. Но начинают делать деревянную баню, потом в сердце этой бани ставят металлическую печь, что это уже не совсем русская баня. Делают полы с подогревом, кафельные, на потолок пароизоляцию, там современные материалы, утепление, всю на современный лад, а у нас остаются только стены. И еще доходит до смешного, еще и делают иногда утепление внутреннее бани, баня из бруса или из бревна, и люди делают внутреннее утепление, потом затягивают все это пароизоляцией или фольгой, отделывают вагоночкой красиво и радуются, и говорят, что они сделали русскую настоящую баню. Так вот, когда вы сделали этот паробарьер, вы тем самым полностью вашу баню русскую перечеркнули. В общем, решать вам, из какого материала делать, деревянное или современное. Но если же вы сделали дерево, то я вас прошу, ничего с ним не делайте, никаких больше утеплителей, никаких пароизоляций, ничего. Пусть у вас будет настоящая деревянная баня. И немаловажный фактор здесь ценовая политика. Очень часто люди начинают сравнивать, что же дешевле. Им не принципиально дерево там, или современный там, из блоков баня, им самое главное цена. Тут точно никто не может сказать, в связи с тем, что сейчас цены вообще нестабильные. В одном регионе дерево может быть столько стоит, в другом в 2 раза дороже. Соответственно, нужно все считать. Навскидку, если у нас древесина 1018 за куб опустилась, была за 20-ку, то куб блоков, он 1003,5, наверное, 4. То есть в несколько раз дешевле куб. Вроде бы как каркас-то скидать из блоков выгодней, но опять же ее так не оставить. Если мы сруб поставим, мы все можем сруб просто так и оставить и пользоваться ей. Уже из блока, если баня, соответственно, нам нужна будет отделка. Отделка как внутренняя, так соответственно и наружная желательно. И посчитав все под финишной работы, скорее всего она будет не дешевле. Про подсчеты, про консультации. Ребята, я стал проводить консультации, вы знаете, но, к сожалению, для вас консультации сейчас платные. Все, кто хочет получить платную консультацию в письменном виде там, или в видеочате онлайн, очень удобно, люди начали пользоваться и всем нравится. Созваниваемся на телефоне, человек приезжает на свой объект, включает видео, показывает, ходит все свои какие-то нюансы, все свои вопросы, что его интересует, что у него под вопросом. Все визуально мне показывает, с разных ракурсов, все это видно, и сразу мы онлайн все обговариваем. Очень многие, оказывается, про нее не знают. Буквально цена там чисто символическая, 300 рублей за видеосвязь. Все, кому интересно, ссылочка в контакты или в Телеграм будет снизу. Пишите, общайтесь, будем договариваться. Но так как мы бани строим из блоков, рассматривать эту систему, как из блоков скидать баньку. Делаем гидроизоляцию фундамента,
Любую на ваше усмотрение, можно рулонную, можно жидкую, там мастику какую-нибудь намазать. Самое главное, фундамент отсечь от стен. Если же у нас мы используем ячеистые блоки, то есть пеноблок, газоблок там, и тому подобное, то нужно первый ряд ложить класть на цементно-песчаную смесь. Почему цементно-песчаная? Потому что она может там до 3 сантиметров слой быть. Тем самым мы можем в уровень, идеально в уровень первый ряд выгнать. И это первый момент. И второй момент, она вроде как маленько еще и гидроизоляция тоже играет. Замешиваем 2 ведра, одно, ну или 2 бадьи, одно цементно-песчаную смесь, чтобы укладывать по горизонтали. Торцы у нас все равно мажутся уже клеем. И идем склеиваем. Соответственно, первый ряд удобнее, допустим, натянуть колышки. Делаем колышки по периметру, с каждых углов по 2 колышка. Натягиваем леску по всему периметру, шнурку отбивочную. И по ней уже начинаем, можно крест-накрест, даже диагонали все натянуть, сделать. И по ней уже гоним, чтобы нам в дальнейшем не заморачиваться. Углы заложить нужно в уровень, в горизонт. И также по диагонали все перепроверить. У нас вообще при стройке проверяются диагонали глобально 3 раза. Первый раз, когда мы закладываем фундамент, диагонали все перемерили, сделали. Второй раз закладываем стены, диагонали все перемерили, все погнали. И третий раз, когда мы делаем уже мауэрлат, то есть мауэрлат можно назвать основанием для крыши, как фундамент для крыши. Опять все диагонали перемеряются, если какой-то у нас есть погрешность, мауэрлатом можно будет сыграть. Все, первый ряд мы сделали. Ждем минимум 3-4 часа, сразу на него второй ряд делать нельзя. А вообще лучше подгадать так, что, допустим, прийти, первый ряд сделать и в этот день закончить работы. Пусть наберет свою марочную прочность, так как это цементно-песчаная смесь, она не клей, она не эластичная, она быстро очень поджухивается. И если задеть блок, потом неаккуратно стукнуть, он просто отскочит от него. Поэтому лучше оставить на несколько часов. Обычно мы делаем, стараемся первый ряд к финишу, к вечеру. Все сделали и ушли, допустим, домой. На следующий день пришли, ночь она стояла, как раз все схватилось. И уже последующие ряды мы уже делаем только на клей. Первый ряд нужно сделать армирование. Делаем штробы, 2 вид в разрезе и по периметру закольцовываем арматурой. Арматуру для этих целей используем 6, ну и в некоторых случаях 8. Так же, как при фундаменте, перехлесты, 2 линии должно быть, перехлесты какие-то там соблюдать нужно, порядка 30 сантиметров. На углах, если вид с виду, уже перехлестов не надо, а как линия идет, внутренняя на внутреннее, внешнее на внешнее. Тут таких перехлестков, как при фундаменте, не нужно. Штробы нужно заливать отдельно. То есть некоторые делают ошибку, в штробы заложат арматуру, и потом следующим слоем, когда начинают класть второй ряд блоков, они замазывают клеем сверху и сразу приклеивают блок. Это ошибка, так делать нельзя. Нужно, по идее, в штробу залить клей и утопить арматуру. И опять же, есть вопрос, на что клеить все-таки? На клей или на цементно-песчаную смесь, вот эту штробу? Можно делать, ребята, и на то, и на то. Если делаем на клей, штробу делаем буквально чуть больше диаметра вашей арматуры. Если же на цементно-песчаную, здесь должно быть порядка еще 1 диаметр везде вашей арматуры. Потому что у цементно-песчаной смеси адгезия к блоку плохая, хуже, чем у клея. И соответственно, когда она прилипает к стенкам, вот по этому периметру, она примерно приравнивается как клей вот к стенкам вот этого периметра. Мы искусственно делаем площадь соприкосновения больше. Это просто дело штробу увеличенную. Далее штробу когда сделали, излишки клея снимаются. Следующим этапом что нужно сделать? Если же опять я повторюсь, допустим газоблок, то брать терку, есть такие терки колючие, и проходить верхний ряд, все стирать. Очень часто вы на видео видите, когда вам там показывают инструкцию, там, как ложить, класть пеноблок, газоблок там какой-то. Ну, с пеноблоком понятно, там у него геометрия ай-яй-яй. А вот, допустим, по газоблоку и стоит мастер, он укладывает блок, сверху ложит уровень и отчаянно долбит резиновой киянкой, типа усаживая и проверяя в плоскостях уровнем этот блок.
типа на видео показывает, что он там все по уровню контролирует. На самом деле уровень нужен для этой цели, знаете для чего? Для того, чтобы вдруг где-то вы при укладке блока вам попал какой-то камешек или какая-нибудь там приклеилась мусоринка, там вы не заметили там и уложили блок, и этого не увидели визуально, а уровень вам покажет, вы приложите уровень, и он вам покажет перекос какой-то. Если же ничего там не приклеилось, ничего вам уровень не покажет, вы ничего подкорректировать просто не сможете. Мы когда укладываем на клей, гребенчатый шпатель там шестерочка, представляете, да, клей как сметанка, гребень, высота гребня 6 мм, при укладке он усаживается до 3 мм. Все, мы когда блок положили, там он сразу до 3 мм практически продавливается, и вот на этих там еще там 1 миллиметрик буквально, да, там у нас есть какая-то коррекция, мы ничего скорректировать практически не можем. Это все ерунда. Если же слой там сантиметровый какой-то гнать, тогда да, можно что-то укладывать, там, выравнивать. Это когда укладываться на цементно-песчаную смесь блоки. Когда на клей, там практически возможности нет никакой у вас. Соответственно, чтобы ровно все ряды шли, каждый ряд нужно теркой проходить, выстрагивать. Ну и собственно потом каждый третий ряд армируется и подоконное пространство. Вот у нас где-то есть окно, и нам нужно заармировать. Раньше до недавнего времени армировали последний ряд, именно который подоконный, укладывали арматуру, также в 2 стержня, в перехлестом влево, вправо. Сейчас же уже делают предпоследний ряд, то есть вот в этом ряду делается армирование. Метр нахлест сюда, метр нахлест сюда. По такому принципу выкладываются все стены, каждый ряд выкладываются вот эти стены, каждый третий ряд армируется, каждый ряд прогоняется терочкой, чтобы все ровно. И, скажем, каждый второй ряд нужно диагональ перемерять, чтобы никуда у нас стены не ушли. Как же рассчитать высоту стен? Это у нас баня, нежилое помещение, соответственно, высота тут потолков 3 метра нет надобности. Но опять же все индивидуально. Но нужно будет не забывать про полы. Если вы рассчитываете высоту, иногда бывает так, что люди забывают, что будут еще высота полов, и она поднимется. В зависимости тоже, какие у вас будут полы. Могут быть высокие бруски, потом пол проливной, или какие-нибудь лаги укладываются, потом пол. Соответственно, вот эта высота может съесться там, буквально там миллиметров 150-200, может и выше. Это нужно учитывать. Люди иногда берут за контрольную точку фундамент, делают стены высоту, потом поднимают пол, и в бане становится места мало. Не забывайте учитывать высоту полов. Также на стены из газоблока и пеноблока, ячеистых блоков, назовем их, желательно делать армопояс. Про него тоже не забывайте, армопояс тоже там самый минимальный, а вот 10 сантиметров, 100 миллиметров он добавляет высоту, что тоже учитывайте. Там дальше уже пойдут лаги, различные виды утепления. Как утеплять баню или изнутри, или снаружи, про это много говорили, но сделаем отдельную серию, все разрисуем. Часто спрашивают, какие же толщина блоков должна быть для возведения стен. Если мы берем ячеистые, газоблоки, пеноблоки там, и все, что с ним связано, то 250 мм для несущих стен этого вполне достаточно. Ну, а также и там шлакоблок и тому подобные изделия, в принципе, такой толщины будет достаточно. Утепление, у нас будет отдельный ролик, мы там рассмотрим, как же все-таки правильно утеплять баню. Есть варианты, когда нужно только внутри утеплять, есть варианты, когда можно снаружи утеплять. Очень много нюансов, будет отдельный ролик, так что смотрите, не забывайте подписаться, чтобы не пропустить. Как же делать в блоках проемы? Самостройщиками используется просто уголок, металлический уголок. Желательно металлический уголок, кто смотрит наши видео, видели, его врезать, если вид сверху, то мы блок берем и уголок не по краям вкладываем, а врезаем в тело блока. И у нас уголок получается где-то в центре блока получается. Не в центре, а от краев с отступом сантиметров по 5. Тем самым у нас вот эту полку уголка не видно, она у нас получается врезана в пеноблок, в газоблок.
Какие преимущества? То, что металл у нас перекрыт, полностью закрыт, никаких промерзаний нет. И при дальнейшей отделке можно тут крепиться, штукатурить беспроблематично. Ну и проемы до 2 метров шириной можно использовать металлический уголок. Там есть таблицы в интернете, посмотрите точно, если хотите, чтобы не ошибиться. 60 сантиметров, а точнее 600 миллиметров. Вообще можно не армировать, просто блоками переложить, и он нормально будет. От 600 там, до метра 20, по-моему, там уголок 45 можно, свыше 2 метров только железобетонной перемычки. Если у вас в планах отделка фасада, допустим, каким-то там кирпичом, соответственно, нужно не забывать делать закладные какие-нибудь гибкие связи. Ну, в общем, как-то, ребята, вот так. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Повторюсь, первый час после выхода видео я сижу возле видео, отвечаю на ваши вопросы, которые вы пишете под комментариями. Если будут возникать, пишите, всем отвечу. Там дальше как будет получаться по времени. Стараюсь отвечать, но не всегда и всем получается, к сожалению. Следующее видео будет армопояс. Зачем он нужен, когда он нужен, можно ли обойтись без армопояса. Все рассмотрим, покажем. Так что не пропускайте. Все, всем пока.